Сегодня мы поговорим о кальянном бизнесе. Сейчас мы находимся в кальян-баре Smokeland, который находится на Саксаганского, 81. Будьте готовы, к вам первые 2 месяца будет приходить очень много администрации, служб, которые все будут хотеть отщипнуть по кусочку от вашего бизнеса. Также могу дать совет для того, чтобы платить меньше налогов. Мы бежим с охраной ко мне домой, включаем плиту, делаем угли и на сковородке несем сюда угли, чтобы гостям сделать кальян. Привет всем! Сегодня мы поговорим о кальянном бизнесе. Сейчас мы находимся в кальян-баре Smokeland, который находится на Саксаганского, 81. А это его владелец Екатерина. Привет. Привет. Первый вопрос – это как ты пришла к этой идее, почему кальянная? 5 лет я жила в арабской стране, в Дубае, и там очень развита кальянная культура. На самом деле это безумно приятное времяпровождение, когда ты с друзьями можешь выбраться вечером, заказать ароматный кальян, посидеть с чаем, поиграть в настольные игры. Когда я вернулась сюда, мне захотелось создать что-то свое, такое, где я буду тоже дарить людям радость, приятное времяпровождение и делать их счастливыми. И в прошлом году я наконец-то решилась реализовать свою идею, не имея даже четкого бизнес-плана, имея огромное желание и стремление это сделать, и открыть заведение, которое уже работает почти 1,5 года. То есть, как я понимаю, бизнес-плана у тебя вообще не было, хоть какие-то расчеты были? Я начинала делать расчеты, на самом деле рассчитывала на $10 000, но... Конечно, могу сказать сразу, надо брать минимум 20-23 тысячи и иметь еще какой-то денежный запас, потому что ты никогда не знаешь, какие вопросы могут возникать сопутствующие. У тебя должно быть финансовое плечо. То есть минимально от $20 000 и к кальяну ближе не подходить, правильно? Я думаю, да. Ну, конечно, мы не говорим, может, о каких-то отдаленных от центра районах, знаешь, таких вообще где-то на окраине. Возможно, там из-за удешевления аренды вам понадобится денег меньше. Но тут вопрос складывается, если о стоимости всего, очень много денег забирают юристы, оформление документов, различные пожарные разрешения, техника, оборудование, все то, что мы обсудим дальше более подробно. Сколько можно заработать с такой кальянной? Плюс-минус, там, от скольки до скольки? Я думаю, спокойно где-то до $2-3 тысяч, и предела как бы этому нету. По поводу помещения, насколько я понимаю, это для кальянной довольно важный вопрос. Где ее лучше открывать, как выбирать помещение, что посоветуешь? Лучше выбирать в проходимой зоне и советую выбирать, наверное, более в молодежных районах. Мы открылись в центре, но это улица Саксаганского, конкретно этот район, она не очень проходимая. Мы деньги, которые вложили, свои уже отбили, но я понимаю, что мы их отбили бы намного быстрее, если бы вначале немножко просчитали и продумали этот вопрос более тщательнее. А вот, насколько я слышал, для кальянной очень важна вытяжка. Как с этим помещением? На что смотреть? На не что только для обращать? кальяна, а также по закону в Украине вытяжка должна быть абсолютно своя, отдельная от дома, если помещение находится в каком-то жилом доме. Должны быть все документы, и ее надо регулярно чистить и следить, потому что когда приходит много гостей, и каждый столик курит даже в подвале по одному кальяну, никто не хочет сидеть как ежик в тумане, когда отдыхает. Когда открываешь кальянную, есть расходы. Расскажи чуть более детально. На что тратить, сколько тратить, плюс-минус хотя бы? Начнем тогда сначала. Первое – это оформление документов. Вы должны зарегистрировать ФОП. Также могу дать совет для того, чтобы платить меньше налогов, делить их, хоть это все законно, вы можете открыть 2 ФОПа. Первый ФОП – это будет человек на 2-й группе налогообложения с оборотом до 1,5 миллиона гривен в месяц, через которого вы можете продавать, допустим, чаи и какие-то безакцизные товары. На 2-го человека вы оформляете лицензию, алкогольную и табачную. Когда вы открываете кальян, алкоголь там должен быть, потому что люди приходят отдыхать, они не будут всю жизнь сидеть у вас с чаем. Вы должны найти либо юриста, либо должны понимать, как вы будете делать это сами. Юристы на самом деле берут сейчас много денег за каждый выезд, за заполнение бумаг, и я советую начинать разбираться в этом всем как бы самому, чтобы потом в дальнейшем тоже не тратить на эту часть денег. Дальше вы ищете помещение. Будьте готовы к тому, что надо заплатить сразу минимум за 2 месяца. Плюс коммунальные платежи, пожарный проект, договориться с милицией, повесить камеры. Это тоже очень важно. Во-первых, для того, чтобы следить за сотрудниками, следить за гостями, ну и, в принципе, контролировать ситуацию. Потом мы переходим к ремонту. Тут уже, конечно, у каждого на свой вкус. Это зависит от вашего бюджета и полета фантазии.
Нормальная статья расходов – это светящиеся вывески, то есть средняя цена для одной – это где-то 15 тысяч гривен. Потом идет оборудование. Если мы пока не трогаем кальяны, останавливаемся на сопутствующих товарах. Холодильники, барная стойка, если она уже у вас не сделана в помещении, морозилка, ледогенератор. Также решается вопрос по кухне. Хотите ли вы заморачиваться с СЭСом и делать там кухню, тогда будьте готовы тратиться еще на вытяжку, на плиту и на еще кучу дополнительных разрешений. Ну и, конечно, мы переходим к кальянной части. Хорошие кальянные аппараты тоже стоят недешево. И также стоит сразу закупиться качественным, хорошим табаком. Вот это все у вас выливается около 20. И, кстати, перед тем, как открываться, будьте готовы, что вам надо сделать раскрутку. Вы не можете потратить месяц ремонтных каникул, которые вам дает бесплатный арендатель, просто для того, чтобы делать какой-то ремонтик и заниматься документами. Потому что, когда вы откроетесь, никто о вас не будет знать. И вы должны использовать этот месяц для того, чтобы еще создать минимум веб-сайт, заполнить все свои соцсети и начать рекламную кампанию. Этой статьи расходов мне удалось избежать, поскольку этим всем занимаюсь я. Плюс еще прибавьте полиграфию, это создание всех меню, флееров, визиточек. Какие были неожиданности, подводные камни, то, что не ожидала? Вот думала, открою кальян и будет так, а оказалось чуть по-другому. Очень много, начиная с документов. Я думала, что я все оформлю, грубо говоря, почти за 2 месяца, потому что изначально была идея попробовать этот бизнес и открыться не в помещении, а на пляже вот возле моста Паттона. Первое, что очень долго делали действительно разрешение, а второе, мне сказали, для того, чтобы продавать алкоголь на пляже, а не в помещении, вы должны построить сооружение 15 метров квадратных. И когда оформили документы, уже была середина июля, и я подумала, какое лето, пора переезжать. Это раз. Когда мы сняли помещение, никто не рассчитывал на такие дополнительные расходы, когда собственник может сказать, вы должны сделать обязательную страховку. Не за 5 тысяч, а около десяточки, допустим, в год. Приходят пожарники, которые говорят, так, где ваш пожарный проект? Еще 15. И вот так вот начинается. Будьте готовы, к вам первые 2 месяца будет приходить очень много администрации, служб, которые все будут хотеть отщипнуть по кусочку от вашего бизнеса, и со всеми нужно сразу налаживать хорошие отношения. А по поводу инстанций, понятно, по поводу того, как вы привлекаете клиентов, вы начали, что первый месяц, как привлекаете, чем заманить человека в кальянную? Мы сделали хороший веб-сайт и запустили хорошую рекламу. То есть до сих пор по запросам Киев кальян, Киев покурить кальян, Смокленд на первой, на второй страничке Гугла. За этим я слежу постоянно. Это сарафанное радио, конечно, очень все зависит в заведении от сотрудников и персонала, потому что они создают атмосферу, наверное, на 80%. Как встретить гостей, как им подать хорошие напитки, как им сделать кальян, потому что люди, даже если хорошая реклама, они придут, но им не понравится сервис, они больше туда не придут. И надо учитывать, что даже из 10 клиентов будет 9 довольных, 1 недовольный, и этот недовольный, уж будьте уверены, расскажет всем, как все было плохо, а вот 9 довольных кому-то скажут, кому-то нет. Очень надо за всем следить, контролировать, быть заинтересованным и искать таких же людей, которые заинтересованы работать. А какие-то инструменты, как контролируете? Ну вот обратную связь от клиентов, опрашиваете, где-то в соцсетях спрашиваете, как вы это контролируете? Вначале, если к нам человек приходил более 3 раз, мы выдавали ему карточки, когда он может покурить 4 кальяна, и на 5-й раз он получит бесплатно кальян и коктейль в подарок. Нам это вначале дало хороший такой движок, потому что люди начали об этом рассказывать друг другу, они начали собирать эти наклеечки, чтобы получить этот 5-й кальян. Это было и в такой интересной игровой форме, потому что они все были разные, и людей стало приходить больше. Мы часто делаем акции. У нас по будням, даже в воскресенье, каждый день вы можете посмотреть на официальном сайте smokeland.com.ua расписаны акции. То есть когда-то бесплатный чай, когда-то вы можете купить кальяну бутылку шампанского по цене супермаркета, мы даже не делаем никакой наценки. В воскресенье можно получить кальян с 50% скидкой на перезабивку чаши. То есть часто приходят компаниями, там сидят, играют настольные игры, которых у нас тоже много, и курят этот кальян 6 часов, то есть 3 раза они его перезабивают, а платят только 1 раз полную стоимость. А как я видел, у вас очень много настольных игр, видел, у вас PlayStation есть, FIFA играют. Насколько это пользуется популярностью? Я думаю, около 50 или 60% очень любят прийти к кальяну для того, чтобы поговорить и чтобы чем-то занять себя. В основном нарды, наверное, самая популярная такая настольная игра. Люди, может, чуть-чуть помладше, это приставка. Хотя когда как. У нас бывает и девочки приходят, садятся, играют в фифу. Это зависит тоже от человека. Мне кажется, гостям это тоже интересно, потому что каждый раз можно придумать какое-то новое развлечение. Я смотрю, у вас довольно необычный дизайн. Как считаешь, насколько сильно он влияет на
привлечения клиентов? Мне кажется, что людям это интересно. Часто приходят гости, говорят, что им интересно рассматривать каждый элемент у нас там на стене. Вся кальянная выполнена в стиле моего любимого произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Есть какие-то хитрости, тонкости, как можно сэкономить на дизайне? Мы заехали в это помещение, и мне помогала моя подруга. Мы поехали в эпицентр, купили очень много мусорных мешков. 2 дня тут все убирали, мыли, потому что досталось оно нам в ужасном состоянии. Выносили вот такие мешки. Дальше, из-за того, что мы немножко просчитались изначально с нашими расчетами, мы поняли, что ремонт в основном надо пробовать делать своими силами. Ну, поскольку у меня есть художественное тоже еще образование, мы поехали, купили красок, купили страз, понакупали разного декора, посмотрели кучу роликов. Вы можете зайти просто даже в Pinterest, найти кучу идей. И можно это сделать из подручных средств. Не обязательно на эту статью выделять деньги на какого-то дорогого дизайнера. Все. И мы рисовали, раскрашивали стены, грубо говоря, клеили какие-то штуки, создавали атмосферу так, как мы этого хотели. Давай перейдем к формату. Вот создал я кальянную, а просто они бывают разные. Где-то есть ресторан, где-то просто печеньки дают, где-то еще какие-то вещи. Как определиться? По поводу еды могу сказать сразу. Не все помещения заточены под то, что вы можете иметь там кухню. Потому что по закону нельзя готовить еду в том же помещении, где делаются кальяны. Если у вас метраж помещения позволяет создать 2 отдельных, грубо говоря, служебных помещения, где в одном будут заниматься кальянами, а в другом кухня. И также еще проверьте момент, что у дома, если это помещение находится в доме, должна быть отдельная канализационная система для этого помещения. Потому что также придет к вам человек из СЭСа и будет тоже просить денежку. Поэтому лучше этого не делать или делать тоже грамотно. Плюс кухня — это всегда еще более расходы. Будьте готовы к тому, что еда, которая не продалась, вы будете просто выкидывать. Это растраты на повара и на оборудование. Можно начать с того, что продавать просто снеки или брать еду на кейтеринг, допустим, как делаем мы. А по поводу клиентов, у них, допустим, часть людей приходит, они поели и кальян покурили, а часть людей просто кальян покурили и чай. Что больше всего идет с кальяном? С кальяном, я думаю, в основном чай и коктейли на виски. Вот как-то так. Но покушать люди очень хотят. В начале, первые пару месяцев у нас не было ни кейтеринга, не было еды. Грубо говоря, были какие-то такие снеки, там печеньки, пироженки. Ну вот то, что не портится конкретно, то, что не надо как-то раскладывать и готовить. Но приходили люди, которые действительно голодные, они хотели покурить кальян и покушать, и мы начали терять там процентов, допустим, 25 клиентов. Ну, конечно, мы справились с этой ситуацией. Мы нашли заведение рядом, с которым договорились, и они нам в течение 10 минут приносят и готовят горячие блюда, которые мы подаем клиентам. Мы на этом особо не зарабатываем, но мы решаем вопрос, не тратя ничего из нашего бюджета, но удовлетворяя потребность клиентуры в 25%. По поводу сотрудников. Как легко найти кальянщика? Как их протестировать на то, что он качественный кальянщик? Как вы с этой ситуацией справляетесь? Найти хорошего сотрудника безумно сложно. То есть, знаешь, грубо говоря, по городу есть очень много и барменов, и кальянщиков, и официантов, но это не значит, что они нормальные все. Люди, бывают, пропускают работу, забивают, делают что-то неправильно. И тратить свое время и воспитывать каждого я тоже не собираюсь. Надо искать и добиться того, что ты находишь команду, которая интересно с тобой работать, интересно дальше развиваться и вообще, чтобы человек болел своим делом. Я считаю, что это основное, что приводит к успеху. Ты должен быть фанатом того, что ты делаешь. Очень важна в заведении также охрана, потому что бывает часто не то, что неадекватные гости, бывают, приходят устраиваться неадекватные сотрудники. У нас был случай, опять-таки, как мы тестируем кальянщиков. Приходит человек, вначале это устная часть интервью, мы спрашиваем о месте работы, что он имеет, но на словах это одно. Говорим, пожалуйста, на кухню, говорю, какой-то вкус, говорю, приготовь кальян. У нас человек готовит кальян, выносит его. Кальян был такой большой, где-то 4500, наверное, он стоил. У него разбивается, падает колба. Я так, говорю, все, хорошо, отходи, садись. Я еще по-доброму говорю, оставляй паспорт. Сейчас напишем. То есть там заявление, все, а ты мне потом принесешь деньги. Но человек решил, что пока я отвернусь, он попробует убежать. Конечно же, сразу выбежала охрана, схватила, притащила его. Поскольку у нас везде камера, разговор уже начался по-другому. Я говорю, это все записывала, сейчас мы вызываем милицию. Накладную я тебе сейчас показываю, что этот кальян будет не 4500 стоить, а 12800. И человек сразу же мне уже в течение часа привез денежку, но, конечно, больше. Часто бывают недовольные клиенты, там разбирательства какие-то, или это легко решается? Иногда бывает такое, вы знаете, допустим, принесли
принесли теплое, ну не то что теплое, не охлажденное пиво. Конечно же, мы сразу делаем замену, и нам не жалко потерять там какие-то, вот оно стоит закупки, там, грубо говоря, 23 гривны, нам страшнее потерять клиента, потому что мне хочется, чтобы каждый человек, который приходит к нам, он получал удовольствие, он хотел сюда возвращаться, потому что мы работаем для людей, для их хорошего настроения, для их расслабления, вот чтобы они приходили к нам в эту волшебную страну, как Smokeland, еще страну курения, и просто отдыхали от всего. У нас даже слоган есть Smokeland «Забудь о проблемах». И напоследок, у нас смотрят много людей, которые хотят открыть кальянный бизнес. Какие, с твоей точки зрения, плюсы и минусы этого бизнеса? Плюсы этого бизнеса: если вам нравятся кальяны и вы любите их курить, вы будете курить в своем заведении его каждый день, вы будете общаться со всеми людьми, которые это нравится, вы будете заниматься своим любимым делом. Минусов, может, некоторых больше. Вы отвечаете сам за себя, за свой бизнес. Могут быть всегда непредвиденные расходы. Я советую иметь еще всегда какой-то дополнительный доход или вот финансовое плечо какое-то. Грубо говоря, какой-то запас денег, отложенный на непредвиденные ситуации. Вы должны понимать, что вам надо уметь общаться с людьми, которые работают в совершенно разных инстанциях, администрациях и везде. Потому что один раз вы неправильно где-то поговорите или что-то скажете, эти люди будут создавать вам проблемы. Вы должны быть готовы к тому, что надо решать конфликтные ситуации также с гостями. Часто нельзя отвечать так, как тебе хочется, вы должны думать прежде всего не о себе. Очень много проблем с контролем, это все надо контролировать. У меня был только один выходной за 2 года. Вот самый еще главный совет: снимите или купите квартиру рядом со своим бизнесом. Я живу прям в соседнем доме, грубо говоря, потому что происходят настолько разные ситуации. Вот, допустим, на прошлой неделе у нас стояла только одна плитка, то есть не было запасной, она еще не приехала. Пятница, 8 часов вечера, когда полная посадка, и она ломается. И пока мы вызваниваем кого-то из знакомых, кто в центре, и привезет нам ее, я понимаю, что мы бежим с охраной ко мне домой, включаем плиту, делаем угли и на сковородке несем сюда угли, чтобы гостям сделать кальяны, чтобы они не ждали это долго, чтобы работа продолжалась. Если бы этого не было, я не знаю, костер бы мы не разожгли там где-то во дворе. То есть, как я понимаю, ты постоянно здесь присутствуешь, да, и вопросы в основном все решаешь ты? Да. Или у вас есть администратор? Нет, в основном решаю я, вот, и как мой партнер Влад. Какие у вас планы на дальнейшее и как можно с вами посотрудничать, там, может, опыт перенять, вы поможете с кальянами? Мы сейчас планируем развиваться, так что, думаю, в будущем будет открыт вопрос франшизы. Также мы планируем расширяться уже, вот, я думаю, к февралю, и открывать еще одну точку в районе, наверное, Поздняков или Осокорков. А ваша основная целевая аудитория – это молодежь? Да, в основном молодежь. Но у нас есть тоже, знаете, такая аудитория, люди, может, в возрасте 40 лет, вот они по одному приезжают, мужчины, они садятся, берут кальян, потому что им нравится, что качественно делают все, он сидит там в телефоне или на компьютере, курит себе тихонечко и уходят. И также еще, что привлекают нарды, то есть в основном мужчинам очень нравится играть в нарды, и вот они вдвоем тоже, вот взрослые люди, обычно нарды сели, все, чай там или виски. Но у вас больше спокойное заведение или тусовочное? Больше спокойное, потому что, опять-таки, оно находится в жилом доме, и надо контролировать уровень шума, который может помешать соседям или другим просто жителям здесь. Дискотеки мы не проводим. А где вы делаете закупки, там, угли, кальяны? У нас есть, конечно же, свои поставщики, но также часто мы делаем закупки в интернет-магазинах, все для кальянов. И тоже маленький советик сразу для всех. Если у вас свое заведение, вы можете, не стесняясь, позвонить в этот магазин и сказать: я делаю заказ для заведения. Минимум вы получите бесплатную доставку, а как еще приятный бонус, они вам будут делать скидочки. А какой приблизительный размер этой скидочки? В зависимости от количества партий, иногда там 10%, иногда больше. Тут уже надо тоже разговаривать. А по поводу кальянов и табаков? Сейчас мой заместитель и старший кальянщик Влад, он расскажет подробно все, что касается кальянов, табаков, а также вкусного приготовления кальяна. Привет, Влад. Добрый вечер. Расскажешь, как сделать крутой кальян? Многое зависит от табака, от подачи и от вкусовых рецепторов. Тогда давай со всего по порядку. Мне кажется, первое, как выбрать кальян, на что обращать внимание? Первым делом нужно обращать внимание на то, что ты любишь громкий кальян, либо более тихий кальян, чтобы более
не менее расслабиться. То есть громкий кальян идет без диффузора, вода сильно булькает, вы, наверное, во многих заведениях замечали. Тихий кальян идет с диффузором. Бульбашек меньше, он тише, тяга дыма другая, и он легче. А есть кальян, который курится лучше, хуже? Знаете, многое зависит от забивки кальянчика, то есть как делают кальян и какой табак выбирают для этого. Я просто на своем опыте когда-то купил кальян в Египте, и он был ужасный. Самые ужасные кальяны — это Халил Мамун, Египет, и турки без системы продува. А хорошие какие? Хорошие немцы, Эми Делюкс, то есть хорошие украинские кальяны сейчас, Easy Blow, Старбас хорошие кальяны, Кая, Карма, им вообще цены нет. Ну, кальян это полбеды, а остальное это табак, уголь, как выбирать? Ну, это зависит от того, как человек, какой кальян больше любит. Более тяжелые, средние, легкие, с никотином, без никотина. Есть безникотиновые камни, просто камни в чашу накладываются и курятся. Есть табак Ocean, Virginia и Burley. Burley — это черный лист, более тяжелый табак идет, как Dark Side и Tange. Virginia — это как Фумари, Щербет, Милана, Будда Fusion, сейчас хороший табак, кстати, тоже. Я вот замечал, что в разных заведениях один и тот же, казалось бы, табак, он имеет очень разный вкус. Многие кальянки любят экономить, то есть, допустим, вот классический табак, все девушки любят курить, приходят, говорят, сделайте нам фумари. Те же мишки красные, либо белые мишки, либо там амброзию, либо лимончелло. Просто есть много табаков по цвету листа, похожие на фумари, по вкусам чуть похожие, но все же не фумари. И в закупке дешевле. Многие экономят и продают это как фумари. Поэтому фумари в разных заведениях курятся по-разному. Где-то вам забили настоящий фумари, где-то вам фумари смешали с бутой, где-то вам чистую буту подали как фумари. То есть такого плана. Я много видел, делают на фруктах, на чаше. Да. Чем отличается, что выгодней? Выгоднее на обычных чашах, а на фруктах как? Это на любителя. То есть цедра многое решает. Он курится дольше или в чем фишка фрукта? Зависит от граммовки. То есть если вы вырежете под углом 90 градусов, забьете на 30 грамм, а не на 16-18, да, будет куриться гораздо дольше. А то есть на один кальян где-то идет 16-18 грамм? Да, где-то так. Что посоветуешь, если я, допустим, хочу дома или там у себя в ресторане сделать хороший кальян? Какие-то тонкости, хитрости, то есть просто взять кальян, насыпать табака? Не насыпать. Как я делаю, я если мешаю, то есть по миксологии делаю, беру там чернику, допустим, цитрус, свежесть, просто мешаю компот. Это забивка есть, просто миксуется ножницами полностью. Ни слоями, ни отсеками, просто компот миксую. А как сделать кальян, чтобы он курился? Потому что часто дома сделаешь, он то не тянется, то сильно... Идет чаша. В чаше идут отверстия. То есть если отверстие забивается и плотно ложится табак, то есть кальян нормально не раскурится. Табак нужно пушить, легонько ложить, по бокам подгибать, чтобы пар проходил не вот так вот слоями, а обгортал просто весь табак. И все испарение выходило качественно, дымный был. Посоветуй что-нибудь, что можно вкусное покурить? Ну вот, допустим, берем Танж, Гуава Кис, Амброзия, Фумари, это синяя дыня на парах зефира, и Дарксайд, банана папа. Получится такой кисло-сладкий микс на грейпфруте. Могу показать, как его сделать. Отлично, то есть сможешь сейчас сделать? Конечно. Да? Супер, тогда давай посмотрим. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит подарок нашим подписчикам. Что это будет? Это будет кальян на чаше из лимона. Очень экзотический и вкусный вариант, а также любой чай на ваш выбор. Ну что ж, друзья, подарок получит тот, кто оставит самый интересный вопрос нашему герою. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!